Привет, друзья, с вами Алекс, из Польши. Сегодня мы погуляем по улицам Кракова. Во время Второй мировой войны оккупированному Кракову была уготована бесславная роль столицы Генеральной губернии. На Вавеле, откуда удалось вывести в Канаду самые важные ценности, коронационный медщербец, шпалеры короля Сигизмунда II, находилась резиденция генерал-губернатора Ганса Франка. Краков стал местом смерти тысяч евреев, пребывавших сначала в гетто, а затем в концентрационном лагере Плашов, откуда большинство узников было отправлено в Освенцим. Краковский Казимиш утратил былой характер города двух сосуществующих культур, польской и еврейской. В отличие от Варшавы, где в 1945 году по политическим мотивам советская армия дала возможность немцам разбомбить все, что только можно, отношение к Кракову нашей армии было прямо противоположным. Отступая, немцы заминировали все краковские памятники, и сегодня мы бы не увидели здесь ничего сколько-нибудь ценного, если бы не совместные акции советской армии и польской армии Краевой. Несмотря на то, что армия Краева подчинялась правительству в Лондоне, у маршала Конева, командовавшего на этом участке нашей армии, было достаточно здравого смысла, чтобы пойти на сотрудничество во имя спасения шедевра мировой архитектуры. Советская армия создала все предпосылки для бегства немцев, а польское подполье сумело раздобыть схему минирования и перерезать необходимые кабели. В результате немцам удалось взорвать только мосты, и лишь некоторые, не особо ценные памятники. Памятник маршалу Коневу стоял в постсоветские свержения монументов, а его улица пережила все постсоветские переименования. Только несколько лет назад улицу переименовали, а памятник перенесли на другое место. Почему? Краковяне сами не знают. После войны, когда Польша стала социалистической, в городе произошли большие изменения, что главным образом было связано с неконтролируемым развитием промышленности. Для уравновешивания интеллигентности Кракова рабочим сознанием рядом с городом начинает строиться металлургический комбинат и одноименный город Новая Хута. Со временем Краков должен был стать всего лишь одним из его районов, но здравомыслие взяло верх. В 60-е годы вокруг Кракова возникло кольцо новых жилых кварталов. Наибольший интерес по своей архитектурной форме представляют в них сакральные сооружения. Многие дома современной архитектуры в аскетическом стиле выглядят так, что их жители позавидовали бы нашим хрущевкам. По крайней мере в Москве таких чудовищ нет, их серые бетонные панели навевают смертную скуку. К счастью для города, этих монстров здесь не так много, как, например, в Варшаве. Послевоенный Краков, несмотря на политические ограничения, не утратил свою позицию важного научного и культурного центра. В здешних интеллектуальных кругах формировалась личность короля Войтылы, нынешнего папы римского Иоанна Павла II. Среди других, известных и в России людей, следует выделить писателя с мировой славой Станислава Лема. Начиная с 70-х годов в городе проводится основательная реставрация памятников архитектуры. Возвращен былой блеск старинным сукеницам, отреставрирована застройка улицы Каноничи, проводятся работы в Вавельском замке. В реставрацию всего Кракова вкладывались значительные денежные средства, и город постепенно стал действительно привлекательным для туристов. В 1978 году Краков был признан ЮНЕСКО памятником мирового культурного наследия. В последнее время город стал местом регулярных культурных мероприятий международного значения. В 2000 году Краков избран одним из 9 городов, представляющих европейскую культуру.